Привет, друзья! Как-то на днях попалась мне карта метрополитена города Санкт-Петербурга, на которой были указаны временные метки между станциями метро. Не только по самой ветке, но и между ветками. Там между красной и синей, между синей и фиолетовой. Сколько раз пешком будет расстояние, точнее, сколько будет в минутах расстояние между станциями метро. И тут я, глядя на эту карту, понял, что мы уже такие маршруты совершали. Это был маршрут от Выборгской до Петроградки, практически до Петроградки, когда мы вдоль Крюкового канала ходили. Крюкова, вдоль Карповки. Это то же самое, как мы недавно ходили от станции метро Лесная до той же Петроградки. Ну и так далее. Я уж там в центре не говорю, там все практически рядом. Москвичи посмеялись, наверное, в этот момент. Так вот, сегодня я хочу прогуляться между синей и фиолетовой ветками. Это от станции метро Черная речка до Старой деревни. Ну и по ходу, возможно, рассказать об этом районе. Район с историей, как вы можете догадаться. Просто так мы здесь не оказались. Ну так вот. Первое же здание, которое нас встречает, как только мы выходим из метро, это дача Салтыковой или Салтыковых. Здание редкий образец каменной застройки, редкий образец каменной загородной постройки Петербурга, сохранившийся с 19 века. Дача находилась на одном из двух участков, который граф Строганов выделил для своих дочерей в составе своего богатого имения. Вторая деревянная постройка, конечно же, не сохранилась. Каменную дачу для Елизаветы Павловны в браке уже Салтыковой, в девичестве Строгановой, выстроил архитектор Боссе, спроектировавший в Петербурге немало знаменитых, чтобы влезало в кадр, немало знаменитых особняков и даже лютеранскую кирху на улице Декабристов. Боссе значительно переделал проект дачи, который подготовил зодчий Садовников, из-за чего смета, конечно же, выросла в разы. И строительство особняка закончили в 1847 году. После революции в особняке располагались больница, школа, даже профилакторий находились. Во время строительства станции Черная речка в дворянском особняке находилась прорабская. Постройка успела засветиться в советском фильме о Шерлоке Холмсе, а в 80-х годах здание разграбили и забросили. Отреставрировали его только в начале 21 века. Теперь здесь располагается торговый дом, как мы видим. Ну а если обойти особняк и перейти улицу Савушкина, что мы сейчас и сделаем, надеюсь, благополучно. В принципе, мы уже видим, вот слева от пятиэтажки, такую крышу на колоннах. Это сквер со скорбным и отчасти романтичным названием «Пушкин ушел». Его открыли в 2016 году, к 217-й годовщине, 217-му дню рождения поэта.
вот в этом скверике стоит скамейка, на спинку которой брошен плащ Пушкина. Рядом лежат цилиндр, перо и открытая книга. Композиция подчеркивает, что именно на Черной речке поэт получил роковую пулю. Так, давайте пройдем немножко по Савушкина. И походим здесь немножко дворами. Сейчас двором выйдем к набережной. А походу я... Но это не обозначает. Порассказываю свои заметки, которые я сделал по истории этого района. Сейчас здесь опять перейдем дорогу. До петровские времена на месте старых и новых деревень шумел густой бор, а вся земля была усыпана камнями и валунами. Ну и, кстати, из-за таких природных особенностей ближайший остров, близлежащий, назвали Каменным. Через несколько лет после основания Петербурга на территории нынешних районов образовалась мыза Каменный Нос, который с 1719 года владел один из подвижников Петра I, барон Остерман. Из Поволжья за 20 лет он переселил на мызу более 60 человек крепостных. А уже при Елизавете Петровне территорию старой деревни пожаловали графу Бестужеву-Рюмину. Он решил обустроить резиденцию на Каменном острове. А для расчистки земли от деревьев и последующего строительства усадьбы из своих украинских и белорусских деревень. Так, давайте здесь свернем, двориками походим. В общем, из своих деревень, этих украинских и белорусских деревень, там тамошних поместий, привезли сотни крестьян, которых поселили в районе нынешней торфяной дороги. Затем рабочих рук стало не хватать. Привезли еще крестьян, которых поселили рядом. Возникла новая деревня, которую стали так и называть по отношению к уже существующему селению. А официально села назывались Графским и Благовещенским. Одной из главных построек этой части города в XVIII веке была Строгановская дача. Обширная, богатая территория с парком и усадебными постройками, принадлежавшая семье Строгановых. Она находилась в районе впадения Черной речки в Большую Невку. Вдоль западной границы парка в конце XIX века протянулась линия частной Приморской железной дороги. Мы сейчас как раз идем к тому месту, где был, назову это, вокзал. Вокзал был деревянным, поэтому, конечно же, не сохранился.
но как и часть самой железной дороги. В общем, по одним источникам он якобы находился в районе дома номер 15 по улице Савушкина. Но глядя на карты, он все-таки, мне кажется, находился у дома номер 15 по Приморскому шоссе. То есть у нас сейчас современность. Набережная — это Приморское шоссе, вдоль него идет, вдоль набережной. Так вот, ветки железной дороги соединяли вокзал с Сестрорецком, старую деревню с озерками и Лисий Нос с бухтой на Финском заливе. От Лисьего Носа ходили паромы до Кронштадта. Так, как бы нам тут прорулить? По железной дороге ходили небольшие поезда, отличающиеся от тех, что пускали по государственной железке. Давайте здесь. Вот, в общем, про железку. За несколько лет Приморская железная дорога стала убыточной. Хозяева даже выстроили под Сестрорецком курорт, куда и возили пассажиров, но и это их не спасло, и уже не как следствие, а в 1922 году железнодорожный вокзал закрыли, дорогу соединили с финляндским направлением и Белоостровом. Ну и в таком виде она действует по сей день. А в пушкинские времена эта часть города считалась местом для разгула. Здесь отдыхала на дачах петербургская богема, а для ее развлечения открывались различные увеселительные заведения. В 1834 году здесь работало заведение искусственных минеральных вод, которое местные называли минерашками. Гости могли отдохнуть в лечебных ваннах, выпить воды, созданной химиком Фриче. Но главное, сюда приезжали для отдыха в саду, где устраивали балы, организовывали буфеты и игры для тогдашних дачников. Деревенскими эти места оставались до Великой Отечественной войны, когда деревянные постройки разобрали на дрова и на военные нужды. После войны началась жилая застройка, поэтому в районе так много примеров сталинского неоклассицизма. Сейчас мы на них, выйдем, проходим какие-то дома, ну и на Савушкина вырулим обратно, их увидим. Одна из главных магистралей, связывающих районы, это как раз улица Савушкина, названная в честь летчика-истребителя, участника обороны Ленинграда. А до 1950 года деревни пересекали небольшие проезды. Свои названия старой и новой деревни отражают и сегодня. Здесь все еще не так много высотных домов, а многие местные жители живут в немецких коттеджах. Чуть дальше я расскажу, почему в немецких. И мы даже такие четкие границы увидим застройки этого района. То есть сталинская такая уже, этот
неоклассицизм, сталинский ампир. Так, я думаю, в принципе, хватит здесь уже дворами ходить. Сейчас попробую как-нибудь по диагонали вернуться обратно на Савушкина. Этим самым я хочу показать вам, насколько район зеленый, относительно малоэтажный. То есть здесь 5 этажей — это потолок. Сейчас вот вокруг меня там 4-этажный, 3-этажный домик. Тут есть свои технические особенности, почему высокие не делались. Но об этом чуть-чуть впереди. Так вот, зеленый, невысокий. Вот машины здесь кругом, и еще очень много свободных мест. То есть припарковать, я думаю, это тут не проблема, как говорится. Здесь единственная, не единственная, одна из немногих уже более-менее современных построек. Немножко диссонирует с окружением. Так, ага, здесь у нас воротья на замке. Ты не пройдешь, а мы обойдем. Мы сейчас оказываемся на улице Академика Шиманского, как раз пересечение с Савушкина. И старожилы должны будут вспомнить, что здесь когда-то было и ради чего все сюда бегали. Так вот, перед нами этот зеленый сквер с высоким зданием советской постройки. Это у нас не что иное, как кинотеатр «Юность». Кинотеатр на 1060 мест. Построили его в конце 50-х годов. Открыли к 1 мая 1960 года. Названию кинотеатра вторили скульптуры девушки и юноши с лентами в руках, которые стояли на колоннах над входом. До наших дней фигуры не сохранились. В 2007 году
новый собственник грозился снести здание, чтобы построить многофункциональный комплекс. Уничтожать постройку передумали, но облицевали современной плиткой и превратили в подобие торгового центра с кафе и магазином. И как вы видите, там наверху терраса, там ресторан «Юность» теперь. Как мы уже упоминали, давайте там пойдем. Районы старой и новой деревень богаты на послевоенную застройку в духе сталинского ампира. Интересные жилые дома можно рассмотреть, например, на Приморское шоссе 39. Невысокий дом с дворовым комплексом. Вот мы чуть позже до него дойдем. Сейчас мы выйдем на Дибуновскую улицу. Она застраивалась во второй половине 40-х и до 50-х годов. Главными архитекторами большинства зданий на Дибуновской выступили Баранов, Гурьев, Фромзель и Русаков. Строили дома, взятые в плен немцы. И именно поэтому как-то вот в народе не то чтобы уж закрепилось, но вот называют их немецкие коттеджи. Сами немцы к проектированию, тем более пленные немцы, к проектированию этих коттеджей никакого отношения не имели. Но вот я вас сейчас хочу провести по этим дворикам. Видите, здесь там максимум трехэтажные коттеджи. Тут вот, 3 этажа тоже. Есть дворы закрытые, абсолютно не пройти. Есть, в принципе, можно где и прирулить. А авторы, которые проектировали, придерживались такой, знаете, еще петербургской традиции, когда все дома друг к другу, да, были плотно построены. Но здесь они, конечно, дома друг к другу не пристраивали, но вот мы там дальше по улочке пойдем. Есть такой элемент, когда между домами сделана арка. Ну и тем самым со стороны улицы кажется, что это одна красная линия, одна стена. Вот, ну давайте здесь. Или давайте здесь. Вообще не важно, слева, справа от Дибуновской прирулить. Так вот, домики двухэтажные, 3 местами. Опять же, кто-то пишет, что связано это с тем материалом, который использовался при строительстве этих домов. Это там шлакоблок. Большой высотность нельзя было использовать, потому что материал хрупкий якобы. Второй момент, все-таки это понимаем, да, это сразу же послевоенное время. Прям вот, вторая половина 40-х до 50-х. Просто не хватало техники. Кранов не было, а вручную кирпичи там на 5-й, на 4-й этаж носить просто было тяжело. И третий момент — это все-таки скорость, время. Строительство. Надо было как можно быстрее все это делать. Ну и там, забегая вперед, надо же еще и понимать, для кого здесь эти коттеджи строились. Коттеджами почему их называют? Потому что так спланировано, что
некоторые квартиры имеют свой отдельный вход, например. То есть здесь эта квартира сразу, там, может быть, на второй этаж уходит. Здесь дверь первого этажа. Имеют свои дворики, палисадники, зеленые зоны. Ну и вот мы, у нас по пути как раз кинотеатр «Юность» стал таким водоразделом между сталинским неоклассицизмом, сталинским ампиром и вот этим послевоенным строительством. Прям очень четкая граница. Вот здесь как раз эта арочка, которая соединяет два здания. Сейчас мы вокруг обойдем. Посмотрим, как это будет выглядеть снаружи. Снаружи. Напомню, что мы стартовали от Черной речки. И от Черной речки на метро до центра буквально 10 минут. И мы оказываемся вот в таком наитишайшем районе с малоэтажной застройкой. Конечно, здесь все застройщики точат зуб наверняка на эти земли, но, слава богу, остается как мы с вами видим сейчас. Вот мы на Дебуновскую опять вышли. Ну и вот эти все переулочки, можно сказать, во времена деревенского прошлого в таком виде и выглядели. Проулки, переулки, проезды, заезды. На карте так и есть. Еще вот карты дореволюционные. Ни проспекта Сауш, ни улицы Саушкина нет, ни Приморского шоссе. Сначала проспекта, который вдоль набережной идет. Знаете, как будто я за городом, слушайте. Так, и сейчас мы на Савушкина выйдем. Пройдем чуть-чуть по Савушкина, и там я уже покажу, что здесь после войны построили и в итоге для кого эти коттеджи возводились. Сейчас мы так, скажем, спускаемся от Дебуновской к Приморскому шоссе. К Приморскому проспекту, извиняюсь. Еще одна важная магистраль района. Раз вот сейчас на зебре перебежим.
Тут, конечно, видите, у нас еще по левую руку на Савушкина встречаются элементы сталинской неоклассики, но вот вперемешку с этими немецкими особняками. Так, что тут у нас за улочка? Можно переходить. Улица. Тут вопросики к ударению. Оскаленко или Оскаленко. Это как мы, может быть, вы, кто-то успел заметить, кто-то нет. По улице Савушкина практически движения нет. Наверное, даже больше и чаще трамвай по Савушкина идет. А вот основной поток машин все по Приморскому проспекту идут. Там меньше зебр, меньше светофоров, да их практически нет. Поэтому автолюбители предпочитают именно там передвигаться. Ну и по этой причине для нас, пешеходов, Приморский проспект перейти некая трудность. Ну, если по правилам, конечно. Есть вот такой, как мы сейчас видим, видите, синий по правую руку переход. И я сейчас весь в этой терзаюсь в сомнениях, перейти нам или нет. Почему? Да потому что впереди нас ждет особняк Лемериха. Как раз вот тот дом номер 14. Доходный дом. Давайте с этой стороны посмотрим. Потом опять вглубь дворов уйдем. Да. Дома он возвел. Ну, в общем, здесь доходный дом, как раз мы на него смотрим. И вот слева как раз виднеется особнячок пристроенный. Дома он возвел по собственному проекту в 1910 году. И это единственный известный его постройки в городе. Сам инженер жил в особняке, а в доходном доме сдавал внаем квартиры. В особняке семья Лемериха, они, кстати, были германского подданства, прожили до 1917 года, ну а дальнейшая судьба неизвестна. При советской власти особняк разделили на коммуналки. В таком виде он просуществовал до 2000-х годов. Дом расселили и частично перестроили под себя новые хозяева. Сейчас вот у нас по правую руку будет сквер военных летчиков. Но это все к товарищу Савушкину, в ту копилочку. Так, ну вот, давайте сразу про следующее здание. Там из-за деревьев просвечивает красно-кирпичная. Это богадельня имени Полежаевой.
Изначально участок принадлежал сыну известной в Петербурге благотворительницы Татьяны Полежаевой, происходившей от знатного и богатого рода купцов Елисеевых. После ее смерти в 1899 году земля перешла подарственной дочерям. Они как раз и основали эту богадельню, которую назвали в честь матери. В заведении принимали бедных, увеченных и престарелых женщин. После революции богадельню превратили в приют для девочек, а затем помещение переделали на коммунальные квартиры. Сейчас в здании до сих пор есть жилые квартиры, а некоторые комнаты сдают под офисы. Так, давайте здесь все-таки уже с проспекта Шумного и... Хотел сказать пыльного, да нет, не пыльный. Вроде и выхлопными газами не сильно пахнет. Больше шумный. Конечно же, сейчас уйдем. Обратно вернемся на Савушкина. Особнячки, конечно, должны были быть отбласканы нашим вниманием. Поэтому я, плюнув на этот шум проспекта, все-таки пошел на эту жертву. Конечно, совсем чуть-чуть осталось там до следующего интересного объекта, но не буду вас мучить шумом машин, ибо то здание, к которому мы сейчас приближаемся, своими фасадами выходит и на улицу Савушкина, и на Приморский проспект. Одинаково красиво. Так, тут какие-то очередные перекопы. Тут не так давно Савушкина ремонтировали, меняли трамвайные пути. Ну вот, вроде уже все. Но пришло время, видимо, тротуаром. Так, давайте здесь, пока зеленый, я перебегу. Ну или пока был зеленый. Здесь школа с барельефами. Вижу Маяковского, Горького, Чехова. Там по левую руку тоже должны быть. Да, там Пушкин, Гоголь и Тургенев, по всей видимости.
Так вот, фасадами на улицу Савушкина и Приморский проспект смотрит монументальное здание, как его изначально именовали, Всероссийское проектно- и научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии. Замудрено. Учреждение занимается созданием объектов атомной промышленности. В современное время входит в состав Росатома. И, судя Яндекс.Картам, там расположен Атомэнергопроект. Здание построено в 1950-х годах. Оно должно было объединить все отделы режимной организации, которая в советские годы назывались сначала ГСПИ-11, а затем Ленгипрострой. Постройка еще один важный пример архитектуры сталинского времени в этом районе. И до наших дней оно сохранилось в первозданном виде. А судя некоторым источникам, авторы вдохновлялись при постройке, по крайней мере, этих колонн, там полуколонны, вот эти капители над колоннами были позаимствованы у Исаакиевского собора. Ну а вот эти все немецкие коттеджи, которые мы прошли, якобы строились как раз для сотрудников этого института. Вот как. Перенеслись на противоположную сторону Савушкина. Причиной тому был простой светофор. Так, один из первых владельцев этой земли, граф Бестужев-Рюмин, построил в 1760-х годах деревянную Благовещенскую церковь. Сейчас мы ее увидим. Она сохранилась до наших дней, но в каменном виде, который приобрела в 1809 году. Первая постройка сгорела от удара молнии. Вот она слева. Справа колокольня и слева Благовещенская церковь. Форма церкви ротонда. Напоминает нам о традиции строить такие храмы на территории усадеб в середине 18 века. До 1856 года в церкви хранились уникальный колокол с изображением герба и медали Бестужева-Рюмина, но реликвия разбилась и канула в лету. После революции храм перестроили, имущество передали в Госфонд, снесли колокольню. То есть вот эта колокольня у нас уже современная. Снесли ее по причине того, что как раз расширяли Приморский проспект. Она была на пути, ну и снесли ее. Здание занял завод по производству резины, игрушек и даже хоккейных шайб. В 90-е годы храм вернули приходу, за чей счет началась реставрация. Часть интерьерной росписи удалось спасти, ее обнаружили под слоями краски. Колокольню также восстановили, но передвинули ближе к улице Савушкина. Ну и в наше время церковь носит почетное звание старейшей постройки на Приморском проспекте. Возвращаемся на Савушкина. Потому что терпеть не могу я, честно говоря, Приморский проспект из-за вот своей этой шумности. Такое ощущение, что на Невском не так шумно.
Так, здесь у нас вывеска говорит, что это сквер имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Да, там ему бюст стоит посередине. Ну а за сквером еще одна старинная уцелевшая постройка на Приморском проспекте, дача Шишмарева. В 1825 году ее построил архитектор Мельников для отставного штабс-капитана и потомственного дворянина Афанасия Шишмарева. Хозяин увлекался театром и искусством в целом, поэтому его загородную усадьбу посещали представители театральной элиты и художники. Так, именно здесь, в 1839 году, Карл Брюлов нарисовал знаменитый портрет сестер Шишмаревых, дочерей хозяина дачи. В годы Великой Отечественной войны дача сильно пострадала. В 60-х годах ее отреставрировали и даже сохранили часть первоначальной отделки. Сейчас усадебный дом занимает детская художественная школа. Вот она. Такая вот дача с садом. Ну и на том же участке стоит дача, принадлежавшая жене Афанасия Шишмарева. Ее выстроил тот же зодчий в 1896 году. Дачу выкупила жена директора Санкт-Петербургской конторы Московской купеческого банка Екатерина Ивановна Исаева. Новая хозяйка разделила участок на 12 частей, которые сдавала в аренду, а также расширила постройку, которая отныне называлась вилла К3. Ну а после революции на участке открылся санаторий «Трудовые резервы» для детей до 17 лет с заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата. А дворянскую дачу занял главный корпус санатория. Сейчас мы вот увидим. Учреждения такой же направленности действуют здесь и сегодня. Вот оно. Пройти на территорию не сможем. Так мы оказываемся уже на пересечении улиц Саушкиной и Липовой. И как раз по Липовой, если мы направо чуть пройдем, мы дойдем до станции метро Старая деревня. Можно сказать, мы преодолели, но у нас остается еще сей замечательный Датсан. Оно, в принципе, выделяется среди построек Петербурга. Это Датсан Гензе Чоэнэй, буддийский храм, единственный на северо-западе. Его построили в 1909-15 годах к дню 300-летия. Ну, вообще, по-моему, его начали строить к дню 300-летия Романовых, насколько мне помнится. Так, а слушайте, здесь давайте-ка мы... ну ладно. По зебре перебежим. Сейчас
вдоль забора пройдем, я начну про него рассказывать. Так вот, его построили по инициативе бурятского ламы Доржиева. Аметистовый храм, как его называли, построили по проекту российского архитектора Гавриила Барановского и студента Института гражданских инженеров Николая Березовского. За образец они взяли тибетский храм и европеизировали проект в духе северного модерна. В 1915 году храм осветили, и его полное название на русском стало звучать как «Источник святого учения всестрадающего владыки отшельников». Вот. Зайдем на территорию. Здесь у них есть что-то подобие столовой, в которой можно отведать традиционных бурятских бузы такие, скажем, хинкали, пельмени. Так, давайте сделаем круг, или даже не круг, не будем делать круг. Давайте отсюда посмотрим. Фасады храма облицевали красно-фиолетовым гранитом. С севера к зданию пристроена башня с позолоченным завершением ганджир. Дацан украшает символ буддизма 8-градусный круг Харде с фигурами газели из меди по сторонам. Но, по-моему, не газели, это там ламы, которые первые пришли слушать проповедь Будды. Перед зданием также установлены фигуры львов. То есть там лев и львица, инь и янь. А вот слева это львица, у нее под лапой шар. Символизирует вот это все семейное, там это начало. Ну, в общем, я сильно не силен. Погуглите сами. Ну и слева, ой, справа от входа уже лев. У него уже под правой лапой тоже шар. Вот, сделаем круг вдоль барабанов. В годы гражданской войны храм разграбили, со стен сорвали позолоченные детали, разбили статую Будды, так как полагали, что внутри монахи прячут золото. Начиная с 30-х годов в храме находились радиобаза, спортивная станция, и даже лаборатория зоологического института. Буддистам храм вернули только в 90-е годы. Дацан отреставрировали. Здесь возродились молитвы, лекции, общественная деятельность. Конечно, перед посещением следовало бы ознакомиться с правилами. Рекомендуется исполнять ритуалы даже неверующим гостям. То есть вход абсолютно свободный. Здесь можно зайти, налево спуститься по лесенке в столовую их. Прямо будет вход к статуе Будды в сам храм. Ну а направо лесенка, ведущая на 2-3 этажи, там, где уже ламы принимают верующих и проводят с ними беседы. Сегодня внутрь заходить не буду, но каждый может это сделать.
Барабаны, кстати, тоже, кстати, были подарены кем-то. Вот, честно, не помню кем. И, кстати, тогда же вместе с постройкой Датсана был построен жилой дом при буддистском храме для лам и паломникам. Но Датсан-то буддистам вернули, а дом жилой не вернули. И вот тут от одного буддиста, не знаю, как правильно назвать, в общем, который здесь службы несет, всякие лекции проводит. Товарищ слышал, что они каким-то всем миром там скинулись, сдали денежку и выкупили одну из квартир, где теперь они живут, но это все за свои денежки оказалось. В целом, знаете, что еще? Последняя точка бы нашей прогулки могла стать дача Алсуфьевых. Но до нее здесь, наверное, еще минуток 10 топать. И там вокруг нее уже современная застройка. И мы сегодня не пойдем. Но я вам просто подсвечиваю: дача Алсуфьевых. Давайте фотографию здесь вставлю. Где-нибудь всплывет, да? Там примечательная эта история, что в начале 19 века хозяева решили устроить свой лунопарк с блэкджеком и девушками. Но их затея провалилась, никто к ним не приезжал, и эту затею они прекратили. Собственно, теперь точно все, друзья. Спасибо, что прогулялись со мной между Черной речкой и Старой деревней. О чем-то я, конечно же, сегодня не сказал. Всего рассказать в рамках одной прогулки невозможно. Поэтому, если есть какие-то дополнения, пишите это все в комментариях. Читающим комментарии это будет наверняка интересно. Ну а я пойду, наверное, на Елагин остров. Покормлю белочек и, не знаю, понаслаждаюсь природой. Прогулка по Елагину острову тоже была у нас. Ссылка в описании. Всем пока, лайки и подписки. До скорых встреч.